Привет, друзья! Сегодня вот такая замечательная, я бы сказал, убойная задача из 7 класса. Дан равнобедренный треугольник АБЦ с основанием АС, внутри него взята точка М и соединена с вершинками. Получились углы 10, 20, 80, и нужно найти величину угла альфа. Ну что ж, попробуйте решить эту задачку. Я буду решать как в 7 классе, а вы как получится. Откуда взялась эта задачка? Ну, вчера вечером, когда я отвечал на ваши замечательные, потрясающие комментарии и ждал, когда наш ролик наберет 300 лайков, там осталось совсем немного, 5 лайков, и тогда я 2 задачи сегодня выложу. Мне пришло сообщение в Телеграме, учительница по имени Ева пишет: господин Казаков, можете ли вы помочь в решении одной задачи? И прислала задачку, вот эту фактически задачку про равнобедренный треугольник. Я посмотрел немножко, ответил, что могу предложить тригонометрическое только решение. И она через 10 минут прислала свое решение, выложила там в общий учительский чат. На стороне АС построила большой равносторонний треугольник, и все красиво получилось. Замечательное решение. Ну и вот я потом вечером в 10 часов смотрел сериал «Пятый сезон», первый отдел, там Колесников, там Шибанов. Мне было очень интересно, я немножко поколдовал. И вот то решение, которое у меня получилось, сейчас вам и предложу. И вообще говоря, если есть равнобедренные углы, такие задачи у нас уже были. Есть у Атанасяна, часто проводят высоту из вершинки Б к основанию, но и строят часто равносторонний треугольник. Это любимый метод нашего известного, замечательного блогера Петра Земского. Вот я и воспользуюсь, наверное, этим методом. Итак, я все рассказал по-честному, откуда, что, как получилось. Вот, возможно, кто-то уже рассматривал из блогеров эту задачу. Этого я не знаю, скажу вам абсолютно честно. Смотрите, ну что, надо найти угол АМЦ. Я запишу угол АМЦ, нам предстоит найти. Это понятно. Ну, что дальше? Что дальше? Поскольку угол при вершинке 20 плюс 80 – 100, то на углы при основании приходится 80 пополам по 40. Тогда угол МАЦ будет 30. Но я не буду это использовать в своем решении, поэтому записывать не буду. Но что я буду использовать, это вот этот уголок, который я найду сразу. Из треугольника АБМ 180 градусов минус 10, минус 20, 150. Я думаю, все это тоже найдут. А зачем так, чтобы красному прорваться, останется мне найти только уголок М. Угол БМЦ в треугольнике БМЦ. Вот в этом и фокус. Ну что ж, строю равносторонний на стороне БМ, на отрезке БМ. Вот вправо. Вот так. Получится красиво или нет, не знаю. Прошу извинить, если что-то получится не очень красиво. Вот углы уж очень тоненькие. Вот, получился треугольничек МБ. Букву К поставлю и отмечу, что его стороны равны между собой. Вот так и вот так. Значит, вот основное такое ключевое действие, можно сказать, что треугольник МБК равносторонний. МБК равносторонний. Вот это ключ к решению. Равносторонний. Что дальше отсюда следует? Угол МБК в равностороннем, вот этот уголок будет 60 градусов, весь желтый угол 80, на долю вот этого уголка приходится 80 минус 60, 20. Есть. Но слева у меня тоже 20. И даже визуально видно, что треугольники, вот этот узкий длинный и вот этот равны. Почему они равны законным образом? БМ равно БК, БА равно БС, и углы между ними равны. Значит, треугольник, я запишу, АБМ, кое-что запишу, ЦБК по двум сторонам углу между ними по первому признаку равенства треугольников, что следует из равенства этих треугольников. А вот из равенства треугольников, то, что мне нужно, следует, что вот этот уголок БКС будет равен углу БМА. Он равен 150 градусов. И здесь возникает интересная вещь. Вот этот уголок. Сколько? Уголка в треугольнике равностороннем 60.
60, 150, сколько будет? МКЦ. Угол МКЦ сколько будет? Угол МКЦ будет 360, от полного угла нужно отбросить 60, 300, отбросить 150, 150 градусов. Здорово как. Угол МКЦ 150 градусов. Но тогда равна еще одна парочка треугольников узеньких. Я их выделю. Вот этот узенький треугольничек будет равен вот этому узенькому треугольничку. Почему они равны? У них КЦ общее, КМ равно КБ, и углы между ними равны. То есть эти треугольники, треугольник МКЦ равен треугольнику БКЦ, БКЦ опять-таки по первому признаку. По двум сторонам углу между ними действительно пока идет сплошной 7 класс. И что следует из равенства этих треугольников? Вот отсюда следует страшное, что сторона СМ, вот жирным нарисую, равна стороне СБ, могу поставить одну черточку. Ну все, тогда треугольник БЦМ или ЦБМ будет равнобедренный. ЦБМ равнобедренный. Но в равнобедренном углы при основании равны. Вот этот угол у нас законно по условию 80 градусов. Значит, и вот этот угол будет у нас, вот, дотяну до треугольника, правильно, 80 градусов. Вот так. Значит, угол БМЦ 80, угол БМЦ равен 80 градусов. Ну, теперь уже один шаг до нашего альфа. Альфа будет равен полный угол, который 360 градусов. Из него нужно вычесть 150 и вычесть 80. Получим 130. Это есть ответ на вопрос задачи. Ответ 130. Задача решена. Присылайте свои замечательные решения. И я вот, да, буду ждать еще там 5 лайков, и, возможно, тогда я опубликую еще одну задачу. А теперь я, как и обещал, я выложу решение этой задачки для тех, кто не так уж быстро за всем следит. Особенно школьники, они на таких скоростях, естественно, ничего могут не успеть. Единственное, я вот запишу ответ, что у нас ответ получился 130 градусов. Ну, если где-то мы не ошиблись, я думаю, мы не ошиблись. Все. Пока я рад читать ваши комментарии, смотреть за вашими лайками, ну и, конечно, с подпиской. Это вообще вы самые большие мои друзья, товарищи. Мы совместно создаем классный продукт и классный контент. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.